Привет, друзья! Всем большой привет! С вами Макс, и вы на канале «Русский с Максом», канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня я подготовил для вас 15 пар синонимов. 15 пар синонимов. Для того, чтобы вы смогли обогатить свою речь. Да, обогатить свою речь. То есть сделать свою речь более богатой. И также это поможет вам лучше понимать то, что говорят другие люди. Включайте субтитры, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, и давайте начинать. Первая пара. Два слова. Пара — это два. Да, пара. Тройка и пара. Первая пара — это начинать и затевать. Начинать и затевать. Начинать — это приступать к какому-то делу или приступать к какому-то процессу или занятию. Начинать что-то. А затевать — это начать что-то, что ты запланировал, что ты задумал. То есть затевать — это начать и планировать. Начать что-то, что ты задумал, что ты запланировал. Начинать — более универсальное слово и подходит почти всегда. Но затевать — это когда ты уже что-то продумал, что-то запланировал. Обычно это какой-то проект или какой-то план. Например, мы начали ремонт в своей квартире. Мы начали ремонт в своей квартире. Мы затеяли ремонт в своей квартире. Мы начали ремонт, мы затеяли ремонт. Оба варианта здесь подходят. Он начал читать книгу. Он начал читать книгу. Он затеял читать книгу? Нет, он не затеял. Он начал читать книгу. Они затеяли страшное преступление. Они затеяли страшное преступление. Они начали преступление? Нет. Они затеяли преступление. То есть они подумали, спланировали и начали этот проект. Преступление как проект. Да? Они затеяли страшное преступление. Вторая пара — это красивый и прекрасный. Красивый и прекрасный. Это тоже синонимы, и красивый означает приятный на вид, привлекательный, симпатичный. То есть это качество внешности. Но прекрасный — это тоже может быть красивым, но прекрасный — это еще и обладающий очень хорошими качествами, достоинствами. То есть прекрасный — это качество и внешнее, и качество внутреннее. Да? Прекрасная душа, например. У этого человека прекрасная душа. Например, какая красивая девушка. Какая красивая девушка. Какая прекрасная девушка. Красивая девушка означает внешность, а прекрасная девушка означает красивая и красивая внутри. У нее красивая душа, она добрая, она отзывчивая, она прекрасный человек. Да? Она прекрасный человек. И она прекрасная.
да, внешнее и внутреннее. Это прекрасное. Второй пример. У него прекрасное чувство юмора. Это как бы внутреннее качество, да? У него хорошее чувство юмора, у него прекрасное чувство юмора. У него красивое чувство юмора нет. Чувство юмора не может быть красивым. Оно может быть хорошим, плохим, прекрасным или, не знаю, ужасным. У него ужасное чувство юмора. У него плохое чувство юмора. Ребенок нарисовал красивую картинку со слоном. Ребенок нарисовал красивую картинку со слоном. Ребенок нарисовал прекрасную картинку со слоном. Можно, но это будет не про качество слона. То есть прекрасная картина — это очень так в общем, да, что сам ребенок старался, процесс был, и картина прекрасная. Но это не значит, что слон красивый. Поэтому здесь лучше использовать прилагательное «красивый». Ребенок нарисовал красивую картину или картинку со слоном. Третья пара — это враг и противник. Враг и противник. Это тоже синонимы, но враг — это тот, кто вредит тебе, тот, кто причиняет зло, тот, кто делает что-то очень плохое тебе. А противник — это твой оппонент. Это тот, кто стоит на противоположной стороне. Он противник, он на другой стороне, на противоположной стороне. И обычно это какой-то конфликт, спор или спортивное соревнование. Лучше использовать враг в более таком серьезном контексте, когда есть опасность, а противник лучше использовать в ситуациях таких, как спортивные состязания, политические дебаты. Противник — более уважительное слово. Например, мой главный противник — это моя лень. Мой главный противник — это моя лень. Мой главный враг — это моя лень. Лень может быть большой проблемой, очень большой проблемой, тогда это враг. Если это небольшая проблема, то это противник. И здесь подходят оба слова. Лень — мой главный противник. Лень — мой главный враг. Второй пример — Майк Тайсон. Майк Тайсон победил своего противника в честном бою. Майк Тайсон победил своего противника в честном бою. Майк Тайсон победил своего врага. Ну, если Майк Тайсон — это какой-то рыцарь, который побеждает дракона, то да. Но это спортивное соревнование, и здесь мы используем слово «противник». Противник Майка Тайсона. Поэтому враг нет. Саурон. Саурон — главный враг всего Средиземья. Саурон — главный враг всего Средиземья. Саурон — главный противник всего Средиземья? Нет. Противник — это что-то более такое нейтральное. Противник — это недостаточно серьезно для Саурона. Саурон — это враг. Он зло. Поэтому здесь только враг. Саурон — главный враг всего Средиземья. Четвертая пара — ошибаться и заблуждаться.
ошибаться и заблуждаться. Ошибаться означает сделать ошибку, сделать неправильный вывод или принять неправильное решение. Это ошибаться. А заблуждаться — это более длительная вещь. Это иметь неверное представление о чем-то из-за недостатка информации, из-за неверной информации. Вот это заблуждаться. Лучше использовать ошибаться в обычных ситуациях, когда мы говорим например, о неправильном слове. Да? Я сказал, например, плохой девушка, надо плохая девушка. Я ошибся, это ошибка, да? Но заблуждаться лучше использовать, когда речь идет о каких-то концепциях, представлениях, которые потом оказываются неверными. Например, Земля квадратная, наша Земля квадратная. Нет, Макс, ты заблуждаешься. У тебя неверное представление о Земле. Например, я заблуждался по поводу Гарри. Он будет великим волшебником. Или я ошибался по поводу Гарри, он будет великим волшебником. Здесь оба слова подходят. Я ошибался или я заблуждался. Второй пример. Доктор Эммет ошибся с датой. Он ошибся с датой, и машина времени перенесла его не в то время. Доктор Эммет ошибся с датой, и машина времени перенесла его не в то время. Он ошибся. Он заблуждался? Нет, он не заблуждался. Он ошибся. Это была ошибка, то есть короткий момент. А заблуждение — это такое долгое состояние. Да, когда ты думаешь о чем-то неправильно. Это заблуждение. Еще пример. Не заблуждайся относительно моих намерений. Да? Мои намерения хорошие. Я не хочу сделать тебе ничего плохого. Мои намерения хорошие. Не заблуждайся относительно моих намерений. Я хочу только хорошее для тебя. Да? Не заблуждайся относительно моих намерений. Не ошибайся относительно моих намерений. Нет. Намерение — это что-то такое долгое, какие-то представления. Здесь только заблуждаться. Пятая пара. Кричать и вопить. Кричать и вопить. Кричать это когда ты издаешь громкий звук. Из-за ярости, из-за радости или из-за боли. Да? Или чтобы позвать кого-то. Официант! 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 Я кричу официанту, если он долго не подходит ко мне. Вопить. Это тоже кричать, но здесь есть элемент паники, неуправляемости. Это сильная эмоция. Да? Когда у тебя сильная эмоция, ты вопишь. Это вопль. И обычно, когда мы чувствуем сильный страх, ужас или возмущение, где официант? Официант! Вот это вопль. Да? Это такая истерика. Да? Это вопль. Например,
Ребенок будет громко кричать, если его вовремя не покормить. Ребенок будет громко кричать, если его вовремя не покормить. Или ребенок будет громко вопить, если его вовремя не покормить. Здесь оба варианта корректны. Ребенок будет либо просто кричать, либо он будет вопить. Зависит от степени голода. Если ребенок очень голодный, он будет вопить. Да? Второй пример. Он что-то кричал вдалеке, но я так и не расслышал, что именно. Он что-то кричал вдалеке, но я так и не расслышал, что именно. А? Что? Нет, я не расслышал, что он кричал. Он что-то вопил вдалеке, но я не расслышал, что именно. Нет, вопить нет, потому что вопить... Человек мог вопить вдалеке, но если он вопил мне, то он кричал мне. Потому что если мы хотим позвать кого-то, официант, официант, то мы кричим, официант, мы не вопим. Да? Поэтому он кричал мне что-то. Макс! Макс! Он что-то мне кричал, но я не расслышал, я не смог услышать что. Поэтому здесь кричать используем. Кстати, друзья, все эти слова очень сильно зависят от контекста, и всегда лучше всего изучать язык в контексте. Поэтому я вам рекомендую слушать наш подкаст. У нас еще есть замечательный подкаст, и вы сможете практиковать аудирование. А если вы присоединитесь к нашей membership-программе, ссылка в описании, то там есть и транскрипции, и новые слова, я объясняю слова, и практика говорения, и еще много всего. Присоединяйтесь к membership-программе. Шестая пара. Плохой и скверный. Плохой и скверный. Плохой — это что-то негативное. Есть хорошее, а есть плохое. Хороший человек, плохой человек. Но скверный — это еще и неприятный. Скверный. Это более сильное выражение. Плохой — более универсальное слово, а скверный — это когда еще есть что-то неприятное или раздражающее. Например, сегодня плохая погода, поэтому мы никуда не пошли и остались дома. Сегодня плохая погода, поэтому мы никуда не пошли и остались дома. Погода плохая. Дождь, и снег, и молния, и грязь. Плохая погода. Но если если грязь, и снег, и холодно, и вообще то это скверная погода. Поэтому сегодня скверная погода, и поэтому мы никуда не пошли и остались дома. Плохая погода или скверная погода, то есть очень плохая погода. Здесь оба варианта корректны. Запускать фейерверки с балкона – плохая идея. Это плохая идея запускать фейерверки с балкона. Это небезопасно. Это плохая погода. Здесь нет ничего отвратительного, мерзкого, гадкого. Поэтому
только плохая идея. Скверная идея... В каком-то контексте можно так сказать, но в этом контексте нет. Только это плохая идея запускать фейерверки с балкона. В комнате стоял какой-то скверный запах. В комнате какой-то скверный запах. В комнате стоял, то есть был какой-то скверный запах. В комнате стоял какой-то плохой запах, можно, но скверный означает здесь отвратительный, ужасный запах. Скверный запах. Фу. Следующая пара — это смелый и храбрый. Смелый и храбрый. И между ними не так много различий. Смелый — это тот, кто может победить страх. Тот, кто может действовать. А храбрый — это тот, кто смелый по своей природе. То есть храбрый — это постоянное качество. А смелый — это не постоянное качество. Сегодня ты смелый, завтра ты трусливый. Да? Поэтому эти слова часто могут идти как полные синонимы. И давайте посмотрим на примеры. Первый пример. Шрек совершил храбрый поступок и спас принцессу. Шрек совершил храбрый поступок и спас принцессу. Шрек совершил смелый поступок и спас принцессу. Оба варианта подходят. Переезд в другую страну — это смелый шаг. Переезд в другую страну — это смелый шаг. Переезд в другую страну — это храбрый шаг? Нет. Ну, храбрый — это что-то более такое серьезное. Храбрость. Нет, в этом контексте смелый. Да? Однако, этот мальчик храбрый, как лев. Лев храбрый, да? Ну, так считается. Мальчик храбрый, как лев. Или мальчик смелый, как лев. Если мальчик всегда смелый, то он храбрый. Да? Если в этот момент мальчик сделал что-то смелое, какой-то храбрый поступок, то мы можем сказать «мальчик смелый». То есть разница не очень большая. Поэтому, опять же, эти слова почти всегда используются как синонимы, означают они фактически одно и то же. Восьмая пара. Темный и мрачный. Темный и мрачный. Темный — просто характеристика. Без света или мало света. Но мрачный — это когда мало света, но еще и что-то немножко страшное, что-то, что вызывает, может быть, уныние, что-то безрадостное, как мрачная пещера. Пещера темная и мрачная, если в этой пещере живет тролль, или если ведьма живет в этой пещере, то она мрачная. Да? И давайте на примеры посмотрим. На небе сгущались темные тучи. На небе сгущались темные тучи. На небе сгущались, то есть становились гуще, да, так вот,
На небе сгущались мрачные тучи. Нормально. Тучи могут быть темными или мрачными. Потому что когда нет солнца, то ты более безрадостный, ты такой невеселый, да? Поэтому тучи могут быть мрачными или темными. В этой комнате маленькие окна. Ну, окна маленькие, да? И поэтому она такая темная. В этой комнате маленькие окна, и поэтому она такая темная. Но она не мрачная, она просто темная, просто темно. В его речи был какой-то мрачный пессимизм. В его речи был какой-то мрачный пессимизм. Да? Пессимизм, темный пессимизм? Нет. Пессимизм мрачный, то есть вызывающий уныние, безрадостный. Да? Мрачный пессимизм. Неважно. Давайте лучше к следующему слову. 9-я пара — это странный и причудливый. Странный и причудливый. Главное, не путайте слово «странный» и слово «чужой». В русском это разные слова, не как в английском, да, strange. Нет, здесь в русском странный и чужой, то есть не мой. Кто-то, кто вот там люди, они чужие, они не мои люди здесь, да, или мой телефон здесь. А это чужой телефон, это телефон вот того человека, это чужой телефон. Да, странный и чужой, не путайте. Странный и причудливый. Странный описывает что-то необычное, что-то непривычное, что-то непонятное. А причудливый описывает что-то эксцентричное, что-то своеобразное. Да, своеобразное, что-то экстравагантное. Например, Дэвид Боуи. Дэвид Боуи очень экстравагантный. Он причудливый. Ну, нет, лучше так. Обычно одежда у Дэвида Боуи очень причудливая. Она странная, но иногда она причудливая. Причудливый — это эксцентричный, экстравагантный. Да? Например, Сальвадор Дали писал довольно причудливые картины. Или Сальвадор Дали писал очень странные картины. Он писал довольно странные картины, довольно причудливые картины. Да, такие вот немножко безумные, какие-то вот причудливые. Оба варианта корректны. Доктор, у меня какие-то странные ощущения в животе. Доктор, у меня какие-то странные ощущения в животе. Причудливые ощущения? Нет, ничего экстравагантного нет в моих ощущениях. Они странные, какие-то непонятные ощущения в животе. Здесь только странные. Этот дом с причудливой архитектурой похож на замок графа Дракулы. Этот дом с причудливой архитектурой похож на замок графа Дракулы. Причудливая архитектура, то есть какая-то сюрреалистическая,
Да, сюрреализм. Вот сюрреализм, он странный и он причудливый. Да, тут что-то, вот. Это все очень причудливо. Вот. Следующее слово это сильный и синоним мощный. Сильный и мощный. Сильный означает обладающий силой. Ну, Макс не любит спортзал, поэтому Макс не очень сильный. А мощный — это что-то обладающее энергией, мощностью, интенсивностью, да, как powerbank. Если это большой powerbank, то он мощный. Там в нем много энергии, он мощный. Сильный мы используем, когда говорим про человека. Он сильный. Да? Макс мощный? Ну нет. Я сильный. А когда мы говорим мощный, то мы говорим о характеристике. Например, Майк Тайсон нокаутировал противника сильным ударом. Удар может быть сильным, а может быть мощным. Мощный удар, сильный удар. Майк Тайсон нокаутировал противника сильным или мощным ударом. Это корректно. У меня очень сильное желание покурить. У меня очень сильное желание покурить. У меня очень сильное желание покурить. У меня очень мощное желание покурить. Нет. Желание не может быть мощным. Желание только сильное. У этой Бугатти очень мощный двигатель. Сильный двигатель? Нет. Мощный двигатель? Да. Много мощи у этого двигателя. Вот, много мощности. Да, мощности, ну или мощи, иногда мы так говорим, мощности. Мощный двигатель. У этой Бугатти очень мощный двигатель. 11-я пара. 11-я пара. Грустный и печальный. Грустный и печальный. Грустный — это когда тебе грустно. Это когда что-то произошло, например, твоя собака умерла, и ты очень грустный. Нет, даже когда собака умерла, ты печальный, потому что печаль — это более сильное чувство. Грусть и печаль. Печаль более сильная, более глубокое, более такое долгое состояние. Но очень часто можно использовать и это слово, и это слово. По радио играла тихая и грустная музыка. Видимо, это были Radiohead. Да. По радио играла тихая и печальная музыка. Видимо, это были Radiohead. Да? Музыка тихая и грустная. Или музыка печальная. Вот. Может быть и так, и так. 2 года назад был самый грустный день в моей жизни. 2 года назад был самый грустный день в моей жизни. 2 года назад был самый печальный день в моей жизни. Да. Но печальный — это более сильная эмоция, более глубокое состояние, более долгое состояние. Да, печаль. Печаль — это более серьезная штука. У него был печальный опыт расставания с девушкой.
который он не хотел повторить. У него был печальный опыт расставания с девушкой, который он не хотел повторить. Он не хотел повторить этот печальный опыт. У него был грустный опыт расставания с девушкой. Ну, вот здесь нет. Грустный опыт нет. Грустный обычно человек. А печальный может быть и человек, и музыка. Хотя вот музыка грустная тоже может быть. В общем, в этом контексте подходит больше слово «печальный». Печальный опыт. Грустный опыт, ну, так можно сказать, но я бы так не сказал. В общем, эти два слова в большинстве случаев могут быть взаимозаменяемыми. 12-я пара — это быстрый и стремительный. Быстрый и стремительный. Быстрый, например, поезд. Это поезд, который двигается с высокой скоростью. Или быстрая машина, да, быстрый автомобиль. Стремительный означает и быстрый, и резкий. Да, резкий. Например, удар Брюса Ли. Он и быстрый, и резкий, и стремительный. Вот. То есть стремительный — это быстрый и резкий. Например, как же быстро время пролетело. Как же быстро время пролетело. Как же стремительно время пролетело. Как же стремительно пролетело время. Оба варианта прекрасны. Время летит и быстро, и стремительно. Это достаточно быстрый автомобиль, хоть и не Бугатти. Это достаточно быстрый автомобиль, хоть и не Бугатти. Это достаточно стремительный автомобиль. Нет, автомобиль не стремительный. Автомобиль просто быстрый. Но в компании происходит стремительный рост продаж. В компании происходит стремительный рост продаж. Быстрый рост продаж можно, но лучше сказать стремительный рост продаж. То есть продажи росли, и потом вот так. Стремительный, резкий рост продаж. Следующие два слова — это подробный и детальный. Подробный, детальный. И очень часто, почти всегда эти слова можно заменять. Да? Подробный, простите, это как... подробный означает есть много информации. Да, много информации. Детальный тоже, когда есть много информации, когда есть много деталей. Да, много деталей. Например, подробный ответ. Я получил подробный ответ от бухгалтера. Я получил детальный ответ от бухгалтера или от учителя. Я получил подробный ответ от моего учителя. Я получил детальный ответ от моего учителя. Например, моя работа сделать подробный анализ команды противника перед матчем. Моя работа сделать подробный анализ команды противника перед матчем. Моя работа сделать детальный анализ команды противника перед матчем. Отлично. Сделать подробный анализ, сделать детальный анализ. Отлично. В этой книге можно найти подробные ответы на все важные вопросы.
Что это за книга? Знаете? В этой книге можно найти подробные ответы на все важные вопросы. В этой книге можно найти детальные ответы на все важные вопросы. Можно тоже так сказать, но вот детальный ответ, наверное, мы реже так говорим. Мы говорим подробный ответ или ответ в деталях. Да? Ответ в деталях. Детальный ответ. Прилагательное «детальный» в этом случае, наверное, не очень хорошо звучит, хотя возможно. Я получил детальный ответ. Я получил ответ в деталях. Наверное, тут лучше подробный. Да? Тем не менее, после детального изучения этой темы мне все стало понятно. После детального изучения этой темы мне все стало понятно. После подробного изучения этой темы мне все стало понятно. Оба варианта возможны. 14-я пара. Предпоследняя пара. Предпоследняя пара, друзья. Держитесь, уже близко мы уже близко к завершению, к финалу. Разговор и беседа. Разговор и беседа. Это синонимы. Разговор — это общение. Да, когда два человека разговаривают, когда два человека общаются. Беседа — это тоже разговор, но беседа обычно между близкими друзьями, между коллегами близкими. Если вы пришли ко мне пить чай, то мы беседуем. Мы сидим, пьем чай и долго беседуем. Разговор может быть коротким. Беседа обычно более долгая, хотя не всегда. Например, мой попугай и хаски ведут довольно странные беседы друг с другом. Мой попугай и хаски ведут довольно странные беседы друг с другом. Они ведут довольно странные разговоры друг с другом. Отлично. Они ведут странные разговоры, они ведут странные беседы. Прекрасно. Мой сын подрался в школе. И вечером у нас будет очень серьезный разговор. Мой сын подрался в школе, и вечером нас ждет очень серьезный разговор. Разговор серьезный. У нас будет очень серьезная беседа. Можно. Но, наверное, лучше разговор в этом контексте. Беседа — это все-таки что-то более расслабленное, непринужденное. Еще один пример. На Кавказе ты можешь вести дружеские беседы даже с тем, кого не знаешь. На Кавказе ты можешь вести дружеские беседы даже с тем, кого не знаешь. На Кавказе гостеприимные люди, и ты можешь беседовать даже с незнакомыми людьми. Да? Все с тобой поговорят по-дружески. Это вот беседа, разговор по-дружески или дружеский разговор. Последняя пара, 15-я пара. Момент и миг. Момент и миг. Момент — это период времени. Обычно короткий период времени. А миг — это очень короткий период времени. Миг — это мгновение. Мгновение, да? Пух! Вот это миг. Это одно мгновение.
На меня упало яблоко, и в этот же миг я сформулировал закон гравитации. На меня упало яблоко, и в этот же миг, и в этот же момент я сформулировал закон гравитации. Миг, момент, все подходит. Этот момент в истории был одним из самых мрачных для человечества. Этот момент в истории был одним из самых мрачных для человечества. Этот миг в истории, миг — это очень короткий период времени, поэтому нет, здесь только момент. Этот момент в истории был одним из самых мрачных для человечества. Этот момент или тот момент. Да? Этот год пролетел как один миг. Этот год очень быстро прошел. Этот год пролетел как один миг. Этот год пролетел как один момент. Нет, это звучит очень странно. Лучше сказать здесь миг. Этот год пролетел как один миг. Это видео пролетело как один миг? Кому как. Кому как. Спасибо большое за практику, друзья. Присоединяйтесь к membership программе, слушайте наш подкаст и до скорой встречи в новом видео. Подписывайтесь, ставьте лайк. До встречи в следующем скором видео. Пока! Да, это видео пролетело как один миг. Сколько? 40 минут? 40 минут? Ничего себе! 40 минут! Вау! Да, длинный был миг.